сюда можно, пожалуйста? Резкость. А? Всем привет! Привет, вы на канале Поликовалей. Неловко. Я такого не снимала лет с 13. Кстати, вот у меня тут микрофон такой вот. Я не знаю, смогу ли слышать этот звук, потому что когда я смотрела YouTube очень популярную, она сидела, что такая разговаривала. Берет такая: не, ну вот знаете, понимаете, бла-бла-бла-бла. Я такая: нифига себе, так можно, оказывается. Изначально у меня был тут такой вот микрофон, но вот так вот. Кстати, если резкость куда-то убежит, простите, пожалуйста, потому что я не знаю, как это настраивать. Я учусь. I'm learning. Надеюсь, сейчас это где-то резкость не на цветах сзади, а на мне. Смысл этого видео: я буду болтать, отвечать на ваши вопросики. Да, у меня здесь планшет мой. И, кстати, вот тут у меня есть чаек. Можете тоже брать чаек, потому что, наверное, это будет долгое видео. Это моя любимая кружка, кстати. Погнали! Расскажи историю волос. Вообще, у меня уже есть на канале видео об этом, где я лет в 13 сижу на эту тему. Там ужасный монтаж. И вообще я другой человек. Я прикреплю, наверное, сюда. Hey guys! Вы на канале Поликовалей. И сегодня я буду рассказывать о истории своих волос. К сожалению, недолгой, но мне только 13. Если вы за мной следите, то да, приятно познакомиться. Меня зовут Полина. Мне 13. На этом все. Приятного просмотра. Наверное, это видео лучше удалить и взорвать нафиг. Впервые я покрасилась в 13 лет. Ой, 12 на свой день рождения. Потом у меня был, по-моему, зеленый цвет. Потом у меня... потом я еще больше светлилась. Потом еще какие-то цвета были. Зеленый. Потом розовый, по-моему. Потому что у меня был синий. В общем, я прикреплю, наверное, фотографии, потому что так вот сейчас сидеть и вспоминать, это очень тяжело. Но я даже не знаю, сколько раз я красилась, я, наверное, посчитаю, мне самой интересно. Я могу рассказать примерно с какого? С 8 класса. В 8 классе у меня были розовые волосы. Тогда я перешла в свою школу, в которой сейчас учусь. Потом у меня был некий эмоциональный переворот. Я решила, что все, хватит с меня цветных волос. Я и так слишком много была с этими волосами. Пришло время сделать себе их темно-коричневыми. Покрасила в темно-коричневый, сожгла себе все волосы нафиг. Когда я светляла их и окрашивала цветными красками, я их так себе не сжигала, как когда я покрасила себе их в темный цвет. Они прям у меня так кусками отваливались. Ну, это было, конечно же, жесть. А в итоге я проходила так целый год, полгода, наверное, сколько я там покрасилась. И в 9 классе, 31 августа, я снова светлила себе волосы и покрасилась в розовый, потому что, мне было тяжело морально без цветных волос, но если бы я светлила, волосы бы отпали просто на лысо. Не знаю, как они до сих пор не отвалились, если честно. В итоге я была розовой снова. По-моему, я проходила весь 9 класс... Нет, вру. Проходила первую часть года с розовыми волосами. Потом где-то зимой я покрасилась в красный цвет волос. И потом, под конец 9 класса, я снова бахнула розовый цвет. Не выдержала никак без розового. Потом я красилась, летом в 9 классе в такой коричневый, но это тоже был бальзам, поэтому ничего серьезного не было. Потом я красилась в 6 класса, я также была розовой, потом я покрасилась резко в синий. Ходила с синим, потом у меня был какой-то... потом я стригла себе волосы, вот примерно то, как и сейчас у меня. Проходила так. По-моему, я не красила в другой цвет, я весь год проходила синим. Если обманываю, я прикреплю фотографию. В итоге в 11 классе у меня были... я вру! Вот вру, реально. Я осветлила себе волосы где-то в апреле, наверное, 10 класса. И ходила светленными неделю. Я не выдержала без цветных волос. И потом покрасилась кончики и какую-то часть, прядку в синий. В итоге эта прядка потом стала куском головы. Ходила я так все лето. Вот в Китай сейчас ездила. И в Китае там была с таким цветом волос. Я вернулась. И, получается, я сделала себе, по-моему, синий часть прокрасила синим. У меня длинные волосы тогда еще. И потом сверху коричневым темным, потому что я устала от того, что у меня прям белые волосы. Мне разонравилось это. Сейчас смотрю, мне все еще нравится, как и мне было тогда. Просто уже другое состояние. Сейчас вот коричневый сошел. Я покрасилась в зеленый. Как-то он плохо лег. Мне не понравилось. Я выглядела как будто бы...
Я пошла постриглась. Мне не понравилось, как меня постригла. Моя любимая парикмахерша всегда меня поддержит хорошо. Просто в этот раз как-то она постригла не так, как мне хотелось, не так, как я это видела. И я ходила где-то недели 2 с этой стрижкой. Но мне было прям... Я психанула и стригла вот так вот сама себе волосы. И сейчас вот у меня такой вот цвет. Как-то так. Потом у меня стал синий-зеленый, потом у меня стал фиолетово-синий-зеленый, и вот сейчас у меня розово-фиолетово-синий-зеленый. Next question. Thank you next. Как ты выбрала медиа-класс? В общем, расскажу свою предысторию, почему мне вообще стало нравиться медиа. Где-то вот в этом году я лазила по Ютубу, очень сильно хотела переехать учиться в Америку. Это была моя жизненная цель. Не знаю, почему мне так хотелось, но мне всегда нравился английский язык, и меня это интересовало. И я смотрела людей, которые переехали в Америку, подростков, изучала это, чтобы понять, как это работает. И увидела девушку, ее зовут Нелли Сафина, моя любовь. Она сейчас, к сожалению, особо не выкладывает видео. В общем, она рассказывала в этом видео, как она поступает учиться в Америку на режиссуру. Она рассказывала, как она учила язык, всякое такое. Я просто, как ребенок, я просто была восхищена, хотя у нее подписчиков было примерно столько же, сколько у меня сейчас подписчиков. Но при этом я просто восхитилась этой девушкой, как она видит мир, как она снимает, как она ставит кадр. И мне стало так интересна режиссура, я прям загорелась этим делом, но у меня не было тогда желания как-то это в свою жизнь перекладывать, мне просто было интересно именно снимать. Я помню, как я начала писать сценарий лет в 13. У меня есть блокнотик такой, в котором записаны какие-то сценарии, которые я планировала снимать с друзьями про зомби, пока какие-то там такие. Это очень забавно. Понятно, что я ничего не... Мы начали снимать, по-моему, да, мы начали, но дети мы бросили. В 9 классе стоял передо мной некий выбор. Я должна была выбрать, либо я иду гуманитарный, потому что я, гуманитарий определенно не математик, не айтишник, хотя я в 8-9 классе училась в IT-классе. Было весело. Спасибо моей классной руководительнице Диане Маратовне, которая вообще на меня никак не давила. Понимала, что меня туда просто закинули и не заставляла меня быть жестким айтишником. В общем, в любом случае, в 9 классе передо мной стоял выбор либо в медиа-класс, либо в гуманитарный класс. Изначально я собиралась пойти в медиа-класс. Потом я решила, что так как я буду психологом, я собиралась лет с 13, даже с 12, наверное, лет, получается, где-то 5 лет. 5 лет я планировала быть психологом. В общем, неудобнее было бы учиться в гуманитарном классе. Я решила, что в медиа будет дополнительная нагрузка, которая мне будет мешать к подготавливанию быть психологом. И решила, что мне не надо. Поступила в гуманитарный класс, проучилась там год. Ни о чем не жалею. Я стала общаться с людьми из медиакласса, с моими друзьями, и я поняла, что на данный момент мне интереснее изучать медиа-производство, чем психологию. Так как психология — это очень серьезная вещь, я решила, что я лучше учусь позже на психолога, а сейчас буду увлекаться медиапроизводством, режиссурой, журналистикой. Сейчас, пока я young and free, это очень перспективно, интересно и разносторонне. Тем более у меня есть блог, не впервые, так вот. Какие планы на будущее? Это очень абстрактный вопрос. Никто не знает, что будет завтра. Я понятия не имею, что будет завтра. Смотря на какой срок. Насчет завтра, завтра я планирую дальше поболеть еще один день, и потом пойду в школу. На ближайшее будущее такие планы. Что насчет более далекого будущего? Как я уже говорила, я пока что не до конца знаю, куда я пойду, чем я буду заниматься, потому что я человек очень разносторонний, мне много чего интересно. Мне все еще интересна психология, мне интересна режиссура, мне интересен дизайн, мне интересна музыка, музыкальные всякие занятия, в плане пения мне интересно. Керамика, мне интересно учение разных языков, например, китайского или английского. То есть, чем я буду заниматься, какие планы на будущее, я не знаю. Но я планирую приехать в другую страну, это точно факт. Учиться в другой стране — это моя цель лет с 12. В 12 я жестко начала все узнавать и понимать в этом мире, построила свои планы на будущее, так сказать. В общем, планы на будущее — быть счастливой. Кем себя видишь в будущем? Счастливым человеком, я не знаю, как так отвечать. Из-за того, что у меня много разных целей и планов, моя жизнь может пойти по разным дорожкам. Как будто могу скатиться. Нет, я могу быть кем угодно, кем захочу. Я не знаю, кем я вижу себя в будущем. Я вижу себя тем человеком, у которого будет много разных профессий, может быть, что-нибудь такое, я не знаю, как это объяснить. Как-то так. Надеюсь, я ответила на твой вопрос. Куда применишь свои 5 ЕГЭ? В общем, вот такой вот я приколист, я сдаю 5 ЕГЭ. Объясняю, почему я сдаю 5 ЕГЭ. Изначально я планировала идти на психолога, чтобы поступить на психологию, на профильная математика, обществознание, литература, по-моему. Так как я больше не собираюсь в ближайшее время быть психологом, мне нужно сдавать то, что необходимо на режиссуру, на медиапроизводство, на вот это вот все, медиасферу. Там нужно на поступление в вузы, которые я рассматриваю, там нужен английский и литература. То есть обществознание мне
больше не нужно. Но это вузы в другой стране, то есть, как бы я не уверена, то есть я хочу подавать и в России, и в других странах, поэтому, ну, мне желательно и обществознание прихватить себе на всякий случай, и литературу, и английский, чтобы у меня было и то, и то, и то, и если я что-то такая, ну, блин, это не так уж я и хочу, в принципе, выбираю что-то другое, или, блин, нафига мне это ваша другая страна, остаюсь в России, блин, точно, я же дала общество, я могу поступать туда, куда я планировала. Это так это работает. Как бы, если я поступлю куда-то, ну, из одного логично я поступлю, то, как бы, по сути, 5 ЕГЭ, ну, мне оно и не надо. Но это для того, чтобы у меня было больше выбора, для того, чтобы мне было спокойнее готовиться к 5 ЕГЭ, ну, как есть. Какой, по твоему мнению, будет написан наибольший балл? Какой ЕГЭ? Перед этим нужно попить чайку. Предположительно, это будет русский. Скорее всего, математика, так как она у меня базовая, наверное, будет тоже неплохо написана, надеюсь. Обществознание, так я к нему уже 2-й год готовлюсь. Некоторые задания я довольно хорошо решаю. Насчет английского литературы, я сдавала литературу уже в 9 классе, дала почти на максимальный балл. Но это было в 9 классе, сейчас там все намного сложнее, поэтому я не уверена. Но, как бы, сейчас только октябрь, еще есть целых 7 месяцев, чтобы подготовиться, поэтому я считаю, что я все сдам. Скорее всего, русский лучше всего сдам, но я не уверена. Может быть, и литература, а может быть, вообще математик. Математик лучше не брать в счет. Может, обществознание. А может, вообще возьму и английский сдам, поэтому это сложно ответить. Так что посмотрим. Поживем, увидим, как говорится. Какое направление и вуз выберешь в Китае? Направление, опять же говорю, я не знаю, какое конкретно. Я буду подавать в много вузов, потому что, как бы, немного чего интересно. Насчет конкретного вуза я не очень хочу говорить, потому что не хочу, как это сказать, я не хочу спойлерить. Когда поступлю, я все подробно об этом расскажу. А сейчас пока что мне не очень хочется освещать эту тему и говорить, куда я хочу поступать. Также я рассматриваю направление изучения разных языков, ну, изучение китайского, либо какие-нибудь направления гуманитарные, допустим, там изучение русского литературы, вот такое вот мне тоже интересно. Литература спасет мир, поэтому мне нужно литературу сдать хорошо. Какого следующего цвета волосы? Это любимый вопрос моих друзей, когда я покрашу волосы, сразу же. Блин, тебе идет этот цвет волос? Какой следующий? Я никогда не отвечу на этот вопрос, потому что это как настроение. То есть сейчас, в данный момент, вы злитесь, допустим. И через секунду вам может стать радостно, потому что кто-то вас порадует. Как вы можете в момент, когда вы злитесь, сказать, что вы будете радоваться? Вы же не знаете, какая у вас следующая эмоция, что произойдет. То же самое с цветом волос. То есть, как бы, в данный момент у меня настроение, розово-фиолетово-сине-зеленое. Я не знаю, как следующий. Я не могу на такое ответить и предугадать. Как мои дела? Дела мои замечательные. Немножечко болею, сижу дома. Уже хочется выйти на воздух, на улицу. Вчера шел снег, кстати. Да, знаете, как вам цветочки? Красивые цветочки. Мама выращивает. Когда встретимся? Саш, когда позовешь? В воскресенье я всегда для тебя свободна. Либо после школы. Какую последнюю книгу читала? Последнюю книгу, которую я читала... Джейн Эйр. Я не дочитала. Есть некий грешок за мной. Я начинаю читать, потом происходит забрасывание книги. Раньше я просто обожала читать. Я могла читать залпом. Лет 12. Мне кажется, в 12 лет я была каким-то уникумом просто. Все делала. Цели придумывала на жизнь. Что со мной стало? В общем, в 12 я читала книги большие, мне было интересно. Гарри Поттера читала. Кстати, вот книжище могла за пару дней прочитать. В общем, я прям была книжным червем, так сказать. Но сейчас что-то пошло не так, времени не хватает. Может быть, просто книги не те, я не знаю. Но что есть, то есть. Поэтому да. Что посоветуешь почитать? Я помню, я читала «В метре друг от друга». Насколько я помню, мне очень понравилось. Мне, в принципе, понравился фильм. Я пошла на него в мой день рождения. 13-й, по-моему. Советую почитать «В метре друг от друга». Мне нравится книга. И там немножечко по-другому все, не как в фильме. Более радужно. Я не знаю, как это объяснить. Наверное, как-то так. Что посоветуешь посмотреть осеннего? Может быть, по типу «Мертвых поэтов». Я не знаю, что такое «Мертвые поэты». Хотя я вроде бы киноман. Я только не бейте тапками, но прошлой осенью я смотрела с семьей Wednesday, поэтому она у меня ассоциируется с осенью. А так, в общем, я люблю мультфильмы Тима Бёртона и фильмы Тима Бёртона. Очень осенние. Ну, стандартные это вот. Невесты. Гарри Поттер тоже с осенью ассоциируется. Сумерки, конечно же. Энн, я просто обожаю этот сериал, не знаю, милый. Поначалу немножечко затянутый и реально скучновато смотреть, но потом, когда ты начинаешь все больше и больше смотреть, реально интересно становится. Какие-то опасные приключения Сабрины, что-то такое, по-моему, очень осенний вайб. Конец гребаного мира. Тоже осенний вайб, я просто все смотрела осенью, когда мне было лет 15-14. Блин, я уже теряюсь в своих возрастах. Твоя любимая песня на данный момент? Я опубликовала это в свой канал, подписывайтесь, кстати. Inside me like a tom-tom in my head, drum-dum-dum. Mr. Buffett, I'm your yum-yum. Call me and I come. Fuck the rest of them. Fuck 'em all but us. Порш или Мерс? Я не разбираюсь в машинах типа like at all. Так что такие вопросы,
Машина или машина? Я выберу машину. Что сложнее всего в создании влогов? Мне сложнее всего подобрать музыку, потому что, кстати, не то чтобы сложно. Я просто вставляю музыку, которая мне нравится в данный момент, когда я выпускаю влог, никогда он снимался. Но мне тяжело настроить громкость, потому что я очень понимаю, громко ли работает, громко ли я настроила музыку, то есть слышно ли мои слова. То есть я понимаю, что их слышно, но не уверена, адекватно ли это соотношение музыки и громкости голоса. Напишите в комментариях, нормально ли вам, как я говорю. Песни, которые я включаю в ролики, громкость, которая играет песня. А еще сложно понять, что ставить, что нет, потому что когда ты снимаешь какой-то контент, кажется, что все довольно интересно, но на выходе ты смотришь этот ролик, там как ты просто бродишь по какому-нибудь лесу, и как бы, ну, тебе-то друзьям это будет интересно, а вот людям, которые, скорее всего, только зашли на твой канал, посмотрят и подумают, блин, какая-то фигня. Но я снимаю почти все для себя, потому что, чтобы потом через время смотреть и вспоминать, как проходила моя жизнь, наверное, сложнее всего подбирать контент, и кадры, наверное, тоже не просто брать. Хотя, не знаю, сейчас мне не так уж сложно было кадры писать, хотя с камерой я довольно сильно мучилась. Почему начала вести YouTube? Я вставлю отрывок из видео. Всем привет, вы на канале Полина Ковалева. Но у нас сейчас каникулы. Да. И нам везет. А у тебя сколько подписчиков? 12. Вопрос, почему мне нравилось. Я начала вести свой канал лет в 6 или в 7, просто потому что я смотрела этих ютуберов, которые играли в пони. Мне тоже хотелось снимать, как я играю в пони, ну типа лол, а что такого в этом? Это же интересно. Все, я стала снимать, как я играю в пони. Дин-дин-дин-дин-дин. Ой, будильник прозвенел. Пора вставать. День рождения моей подруги. Блин, я не знаю, что ей подарить. Точно, она же так любит резинки. Точно, резинка для волос. Она их обожает, особенно ее сестра Рейд. Она их очень любит. Ха. Потом начала снимать, когда мы ездили в Таиланд с семьей, когда мне было 6 лет. Я была младше 6, когда начала вести YouTube. Потом начала снимать распаковки еды. На моем канале есть эти видео, где я мелкая в 10 лет снимаю. Очень много закрытых видео, просто тьма тьмой. Я не понимала, как монтировать видео, и просто выкладывала... У меня был iPad, я нажимала на паузу и просто представляла, допустим, планшет и начинала дальше снимать. Не очень помню, какие у меня закрытые видео, но там их очень много. Какие-нибудь вставлю, чтобы угорнуть просто и со стыда умереть. Привет, меня зовут Полина Ковалева. У меня есть пони, которых я рисовала. Это Пинки Пай. Пайк у меня тоже есть, только я его потеряла сейчас. Вот это Пинки Пай. И с другой стороны, у меня ничего не нарисовано, вот Пинки Пай сам. Есть ли в плане другие форматы, кроме влогов и Q&A? Я не знаю, что значит последнее. Надеюсь, я правильно прочитала. Кроме влогов, если честно, я хотела бы снимать короткометражки. Вы в медиаклассе можете теперь мне помогать. Ну, человек, который задал этот вопрос. Я просто не уверена, что на данный момент на это будет время, так как ЕГЭ, всякое такое. И сейчас я снимаю это видео просто потому, что как бы я болею. Но так, хотела бы снимать такие вот подобные видео, чем-нибудь болтать, какие-нибудь темы рассуждать. Это довольно интересно, мне всегда казалось. На самом деле, влоги неинтересно у Брайана смотреть влоги, но это именно блогер, который уже умеет снимать качественно, поэтому что мне интересно. Мне нравится Анастасис. Нравится, что это просто, если выполнять в какие-то форматы, я просто ушла к перечислению блогеров, которые мне нравятся. В общем, мне нравится свой YouTube Анастасис. Она просто сидит, болтает на камеру на разные темы, красится. Я такое тоже снимала, я делала макияж на камеру, но качество в 13 лет, ну, такое себе было. Я не знала, как поставить камеру. Сейчас я знаю, как поставить камеру. Я надеюсь, что на мне есть фокус. Мой давно скрытый талант. Я прям сижу и думаю, я не знаю. Я умею двигать ушами. Да, я умею двигать ушами. Думаю, это считается. Я не могу показать, потому что, Россия, Китай, метамфетаминовая лаборатория. Что выберешь? Это очень тяжелый вопрос, я долго над ним думала, но на самом деле... Соленые или обычные огурчики? Мои друзья знают, что я просто обожаю огурчики. Соленые в плане с солью или маринованные? Если маринованные, то я люблю дядю Ваню. Знаю, потому что когда ешь очень долго маринованное, становится не очень хорошо. Здесь много всего будет становиться нехорошо. Обычные огурцы, они как бы, их можно больше съесть. Я выбираю обычные огурцы. От какой у тебя фирмы камера, фотоаппарат? Камера, на которой сейчас идет запись, это Canon. Canon, yeah. Камера, на которой снимаются влоги. Последний мой влог из Китая снимался на iPhone. Влоги, которые обычно снимаются, это... Я прикреплю название этой камеры. Она такая маленькая такая. Откуда у тебя пошла сильная любовь к инопланетянам? Я человек с хорошим чувством юмора. Наверное, это так можно назвать, я не знаю. Юморная я такая, на приколе.
Я писала своим друзьям какие-то сообщения серьезные, допустим. Видела смешной смайлик, который вообще по контексту максимально не соответствовал тому, что я писала, и я его ставила. И этим смайликом был инопланетянин. Со временем я стала его просто абсолютно во всех сообщениях писать. По контексту, не по контексту. К какому контексту может подойти инопланетянин? Я не знаю. Мне было очень смешно с этого смайлика. Я везде его просто абсолютно использовала. Со временем перешло в то, что это закрепилось за тем, что это именно как бы моя фишка. Все знали, что типа вот Полина пишет с инопланетянинами. И со временем мне стал нравиться этот смайлик. Я такая, блин, инопланетяне, это же моя тема, инопланетяне. И сейчас это перешло в то, что у меня даже канал, канал называется УФО. Не знаю, как такое получилось. Опиши свой характер 5 разными словами. Инопланетянин, огурец, краски, микрофон, камера. Краткий пересказ моей личности. Пусть будет так. Если бы ты имела возможность встретиться с собой маленькой, то что бы ты сказала в таком случае? В зависимости от возраста, но если, допустим, взять 12-летнюю меня, которая все могла, все смотрела, продумывала, читала, интересовалась, я бы сказала ей меньше слушать и больше думать о себе, не бояться быть собой. Чему бы ты хотела научиться в будущем? Я бы хотела научиться играть на пианино, нормально начать играть на гитаре, потому что все, что происходит сейчас, струна порвана, никак не поменяю. На бас-гитаре хотела бы научиться играть. Хотела бы развить свои навыки съемки. Хотела бы учить китайский, тайский, английский улучшить. Корейский. Я не знаю, какой еще язык. Какой-то, по-моему, еще был, но я не помню. Я бы хотела научиться водить машину. Даже думала в 17 сейчас пойти учиться сдать на права, но время очень тяжело находить, не сейчас. Попозже. Какую сверхспособность хотела бы? Я уже задумалась над этим. Наверное, я хотела бы уметь быть невидимкой, следить за некоторыми людьми. Раньше хотела уметь читать мысли. Как-то это не особо хочу знать, что обо мне думают некоторые люди. К тому же и так можно понять по поведению всякое такое, поэтому в этом нет никакой необходимости. Или как типа этот Эдвард. Секс. Деньги. Не. Пас. Управлять водой тоже хотела. Смотрела этих... феечек. И там есть в этом мультике та, которая умела управлять водой, и я хотела тоже так. Расскажи о самом лучшем совете, который принес тебе хорошие результаты. Будь собой, наверное. Будь собой, не слушай мнения других людей. Очень много советов, которые не будут работать при условии, что ты не будешь любить и слушать себя. Любить себя — это самое главное. Скажи о самом интересном, необычном подарке, который когда-нибудь был сделан тебе. Мне дарили огурцы на день рождения, по-моему, или на Новый год. Причем не один человек дарил огурцы. Что обязательно должен сделать каждый человек хотя бы раз в жизни? Серьезные вопросы. Мне кажется, каждый человек должен пробовать что-то новое в своей жизни. Понятно, что каждый человек пробует новое постоянно, но что-то такое, что будет для него абсолютно новым. В осознанном возрасте, не касаемо периода, когда он ребенок и пробует все подряд, там, песок пожрал и что-то такое. Допустим, поехать в другую страну, пробовать бросить место, которое тебе не нравится, поступить туда, куда тебе хочется. Вот такие вот вещи, которые кардинально меняют твою жизнь, попробовать рискнуть. Не могу такого посоветовать, потому что это будет то, что нравится мне, то, что сделала бы я. Как бы каждый человек решает сам, что ему делать и что ему нравится. Успех — это везение или работа над собой? Конечно же, это работа над собой. Какое везение. Move, you're not a tree. Чему бы ты научила своего ребенка? Исходя из воспитания, которое получила я бы отдавала его в разные кружки, чтобы он пробовал разное. Там, где ему понравилось бы, я бы его этому обучала. Если в плане воспитания, буду говорить это все видео, любить себя и уважать личные границы других людей. Уметь отставить свои границы и не пересекать границы других людей. У меня пока что нет детей. В ближайшее время не планирую. Если бы ты написала книгу, то какое название ты бы ей дала? Инопланетяне и их приколы. Самое главное качество мужчин, молодых человеков. Спокойные, осознанные. Наверное, осознанность — это самое главное. И понимание. Способность принимать недостатки других людей. И способность принимать свои недостатки и работать над ними. Вот так. Потому что человек не принимает свои недостатки, начинаются всякие разные загоны у него, проблемы, агрессия появляется, вмещение других. В общем, нужно принимать себя, принимать других. Уравновешенный, осознанный. Вот такой должен быть мой молодой человек. Полина, как ты себя видишь в параллельной реальности? В какой из конкретно? Если они бесконечны, то как бы лоу. Мультяшной свинкой. Почему бы и нет? Я даже фотку какую-нибудь прикреплю мультяшной свинки. Какая твоя любимая мотивационная картинка? На самом деле у меня постоянно меняются на моем экране на телефоне мотивационные картинки, но я прикреплю вот сюда вот. Мой любимый месяц. Март или май, когда начинает все цвести. Понятно, что апрель просто пропустила. Но я люблю март, потому что у меня день рождения, и начинается весна. После этого состояния зимой, когда ты ходила, как полумертвый одиночек, где день непонятно. Начинается тепло, солнышко, цветочки, в общем, это радует. Что самое главное, ты обязательно хочешь попробовать зафигачить, сделать в этой жизни. Если именно глобально, переехать в другую страну. Это моя жизненная цель номер 1 сейчас. Я так и не попробовала китайские роллы и суши.
нужно справлять. Цель в жизни номер 2. На данный момент я ответила на все вопросы. Надеюсь, было интересно смотреть. Просто эшкерия полный. Если вам нравится такой формат, пишите в комментариях, задавайте еще вопросы, может быть, под этим видео. Напишите форматы, которые вы хотели бы видеть на моем канале. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.